помимо мешков наливного пола, нам надо будет приобрести, чтобы все здесь выровнять. Стяжку я здесь делать не хочу. Единственное, вот эти места, вот здесь, где была стена, и там, где мы долбили пол к соседям в канализацию, там отдельно будет цементный раствор. Так примерно прикинем, то есть тут никаких точных расчетов делать я не хочу. То есть я просто по некоторым углам сравниваю. То есть здесь у нас так на глаз просто видно достаточно высокая точка. Здесь у нас 6 сантиметров идет от уровня пола. Здесь, допустим, идет уже 7. И здесь идет 7. Дальше он чуть-чуть опускается. Вот, получается у нас 6,5. И здесь 6,5. То есть примерно разница по полу, там те углы я тоже померил. Разница перепадов высот получается где-то примерно 1,5 сантиметра. Возьмем с запасом 2. И исходя из того, что написано на инструкции к полу, да, сколько килограмм там нужно на 1 квадратный метр при толщине слоя, там, допустим, 1 сантиметр, 2 сантиметра, ну или кто как пишет, кто-то пишет там в миллиметрах, например, расход. В общем, посчитаем, закупим нужное количество теплого пола и будем заливать. А сейчас займемся подготовкой вот этого основания, то есть там срезаем пену как можно глубже туда, чтобы сделать цементный раствор туда уложить. Здесь тоже выравниваем цементным раствором. Ждем, пока все это высохнет, чистим, грунтуем и потом будем заливать уже наливной пол. Ну вот так, в общем, цементным раствором все это заложил. Там, где трубы, заложил. Начал тут уже грунтовать. Сейчас закончу с грунтовкой и немного расскажу. Так, решил я пленку в качестве гидроизоляции под наливной пол не делать, а перестраховаться все-таки, и взял вот такую Ceresit гидроизоляция CL51 Express. Такая вот баночка на 1,5 килограмма, практически 1,4. 0,7 расход у нее литра на квадратный метр, если в один слой, если в два, соответственно, целая банка уходит. Взял 2 банки, таких на ванну должно хватить. И вот такую ленту КНАУФ, чтобы примыкание стен и пола
ей проклеить. Она сейчас будем промазывать мастикой, потом укладывать ленту. Она к этой мастике гидроизоляции, она приклеится, получается. И потом поверх нее еще раз гидроизоляцией проходим. Таким образом у нас все стыки пола со стенами, где бы пленка могла бы смяться, будут защищены. Ну и вообще пленка вот старая здесь, где сдалбливал частично клей плиточный, она уже местами порвалась, ну то есть под действием бетона разрушается все равно постепенно. Поэтому клеим ленту, промазываем все гидроизоляцией, ждем, когда она высохнет, это примерно сутки, ну, для нормального высыхания, и потом будем делать уже наливной пол. Промазал гидроизоляцию. Вот смотрите, разница. Здесь у нас в один слой. Ой, вернее, здесь в два слоя, а вот там в один. И там вот видны некоторые такие пропуски. Но она на самом деле покрыта, конечно, все, но лучше в два слоя все-таки делать. Тем более, если вот такой пол, как у меня, не особо ровный. И да, если пол не особо ровный, то идеально вот такой кисточкой я просто наносил, и по стенам, и по полу удобно делать. Если же у вас тут стяжка какая-то более-менее ровная, а не как у меня вот старый плиточный клей, то тогда, в принципе, можно валиком или шпателем это все будет побыстрее, наверное. Начал укладывать теплый пол, предварительно разметил тут на полу, где у нас будут короба различные, мебель. Тут вот ванна пойдет, чтобы теплый пол под нее не заходил. Ну и вот здесь она немножко попадает под ванну, потому что подключение у нас получается вот тут будет. Ну так не страшно, тут немного. Вот, ну и вот уложил гофру и кабель питающий в штробу. И ее пока замазывать не буду, потому что у нас, к сожалению, терморегулятор еще не пришел. Чтобы потом сложностей не возникло с ним, оставлю пока так и начнем плитку укладывать вот от этой стороны. Все, соответственно, раскладываю мат, и чтобы он лучше держался, вот просто обычным самым дешмонским клеевым пистолетом его слегка прихватываю к полу, и он нормально держится.
получилось, разложил. Многовато 2 метра, в общем, все-таки. Что там стоящей мебели. Тут вот чуть не забыл про стиралку, которая будет здесь стоять. И хотел уже увезти прямо до короба туда. Вовремя вспомнил. Переклеил все это дело вот немного вот так. Все там совсем. Ну и остатки, потому что кабели резать нельзя. Остатки увел под ванну все-таки туда. Она у нас все равно на каркасе стоит, а не на полу, поэтому нормально будет.